Оно какое-то загадочное, мистическое, красивое. Можно попасть сюда в разное время и все время будешь удивляться тому, какое оно красивое. Всем привет, с вами Сергей, Дэн, Карина, и вас ждет невероятно красивый выпуск с таким вот видом. Это озеро Исык с трагичной историей, но оно все-таки прекрасно. При подъеме на это озеро 500 тенге берутся с человека, экопост, машину оставляете чуть ниже. Периодически здесь ходит автобус, но сегодня его не было, и нужно было пройти минут 10 до этого озера. И желательно сюда днем приезжать, потому что ближе к вечеру, мы уже вот в 5 приехали, солнце почти скрылось за те холмы, горы, и цвет воды немножко другой, но по-своему очень красивый. С дрона кадры просто восхитительные, я думаю, вы это оцените. Радует, что озеро сейчас наполнено, так как несколько раз, когда сюда приезжал, оно не настолько было полное и не так смотрелось. А сейчас воды достаточно, и цвет воды, интересно, переливается, особенно это видно с высоты, с дрона. Вокруг озера, если посмотреть, то мы видим много разных деревьев. Осень, конечно, уже уходит, ближе к зиме все. Те русла реки, грубо говоря, точнее русло озера, вон там, словно акварелью нарисовали такие разводы. Это божественно, просто божественно. Затопленные деревья. Немного истории. Примерно 8000 лет назад произошел грандиозный обвал, тем самым образовав естественную плотину высотой 300 метров. Так и появилось озеро Исык. Доселе 1963 года озеро, расположенное на высоте около 1800 метров над уровнем моря, имело длину 1850 метров, ширину 500 метров, а его глубина достигала 50-79 метров. Это было любимое место отдыха всех алматинцев, к которому каждые 30 минут курсировал автобус города. В воскресенье 1963 года, 7 июля, произошел сель, унесший неизвестное количество жизней и разрушивший около 200 домов. В одной из публикаций сообщается, что солдаты спасли около 2000 человек, а погибло 100. Это был один из самых мощных селей в этом регионе за всю историю наблюдений. Вскоре после этого Совет министров Казахской ССР поручил филиалу Института Гидропроект разработать новый проект плотины в урочище Медеу. В новом варианте конструкция ее была значительно усилена. В итоге, как известно, к 1973 году были созданы селехранилище и плотина, сдержавшие в июле того же года натиск мощного селя. Озеро Исык довольно-таки популярное у туристов, те, кто приезжает в город Алматы, да и у самих алматинцев. Многие его посещают летом, зимой, весной, осенью. Но в это время вода более-менее такая чистая, прозрачная, и озеро наполнено. Добраться до него из города Алматы можно, где-то за 1,5 часа, наверное. 70 километров от города находится. Все зависит, конечно же, какие пробки будут на дорогах. Если их не будет, то намного быстрее. И, конечно же, один из важных советов: перед тем, как сюда ехать, посмотрите прогноз погоды. Обязательно, чтобы не было облачности, дождей, тумана. Если это все будет, то вы не сможете созерцать всю эту красоту. Но если успеете приехать до заката и небольшая облачность, как у нас была, все это рассеется, перед вами откроется вся красота озера. Наконец-то мы выбрались на озеро Исык. Я здесь спустя год и 2 месяца.
Мы, конечно, хотели попасть всем составом, но у Мурата не получилось. Но решили не откладывать это на потом и приехали сейчас. Чем тебе это Ну, озеро нравится? Оно какое-то загадочное, мистическое, красивое. Каждый раз, когда свет ложится по-иному, то особый вид открывается. И всегда можно увидеть вот даже сейчас такую красоту. Хоть солнце и скрылось, но оно все равно очень красиво. Я побывала снова здесь, на этом озере, спустя много лет. Я была здесь в детстве и тоже осенью. Но сейчас мы не застали тот момент, когда когда деревья такие золотистого цвета, к сожалению. Но мы попали сюда под вечер. И оно необычно синего цвета. Очень красиво выглядит. И можно попасть сюда в разное время, и все время будешь удивляться тому, какое оно красивое. Какой же свежий воздух. Птички летают, вороны. Улетели. И этот цвет воды, прозрачность. Надеюсь, камера передает прозрачность. Так и охота с разгоном нырнуть туда. Призываю всех людей, которые приезжают сюда посмотреть эту красоту, не оставлять мусор, не мусорить, все забирать с собой. И тогда это красивое озеро будет еще чище, и вы сможете увидеть его полную глубину. Все классно. Давай еще раз, второй дуб. Подожди. Ну ты говори хоть. Я нажала, вроде не нажала. Раз, два, три. Первый раз это лучше сделала, по-моему. Еще как-то. Стоило солнцу только полностью за горы уйти, а месяцу появиться, вон, то, блин, похолодало. Ребята уже вперед пошли, Карина с Денисом. Спасибо им, что так долго здесь со мной находились, пока я тут снимал, летал, все эти кадры красивые делал. И, конечно же, когда сюда поедете, не забывайте, что это в первую очередь горы, и тут прохладно, тем более рядом с водой, которая течет с ледников, с холодной водой. Температура тут намного ниже, чем в городе или где-то, пока сюда по дороге едете. Если вам этот выпуск был полезен, интересен, оставляйте обязательно комментарии, подписывайтесь, чтобы меня не потерять, ставьте лайки. Таким образом YouTube расценит, что видео для вас было действительно интересно и полезно, и будет продвигать данный выпуск.
А я за это скажу вам большое-большое спасибо. Буду очень благодарен. Всем пока, до встречи в новых выпусках. И не забывайте путешествовать, ловить эти моменты жизни. Ну, это тоже не... Ну все, окей.